Меня зовут Виктория Андерсон, я специалист позитивной психологии, женский коуч, основатель школы осознанного питания Nordic Balance и диетолог. Новогодние рождественские праздники приближаются к нам каждый день. И очень многие начали мне задавать вопрос с тем, как не набрать сброшенные килограммы, или же как еще больше не поправиться или не вернуть то, что уже сбросили. И поэтому я решила сегодня записать это короткое видео. Действительно, 10 дней каникул с непрерывным перееданием, неконтролируемым перееданием очень плохо отражается не только на нашей фигуре, но и на нашем здоровье. Ведь многие из нас воспринимают праздники как гастрономическая вседозволенность. Потому что очень много красивых блюд, чего-то экстравагантного на столе мы видим, необычного, экзотического, и нам все хочется съесть, все хочется попробовать. Вот хотела бы я сегодня пару советов вам дать для того, чтобы праздники прошли не только хорошо, но еще и с пользой для вашего здоровья. Итак, в день пиршества, вечеринки или какого-либо праздника я вам всем советую непременно кушать, как обычно. То есть перекусывать в течение дня и на торжество прийти не со зверским аппетитом, а нормально покушать, поесть красиво, без какого-то переедания. Если же у вас будет зверский аппетит, вы будете голодны в течение дня, то, конечно же, вы съедите гораздо больше, чем вам это нужно. До боли желудка некоторые наедаются, до тошноты, до дурноты, а потом снимают эту боль таблетками. Зачем нам это нужно? Итак, правило номер 1. Кушаем в течение дня, перекусываем и приходим на вечеринку без какого-то огромного чувства голода. Если же вы берете на тарелку что-то очень жирное или калорийное, помните о волшебном правиле 1 к 2. 1 кусочек калорийной пищи и 2 кусочка чего-то полезного. К примеру, это могут быть овощи, или пару ложек салата. Ведь овощи содержат не только клетчатку, но и другие ферменты, которые позволяют нам переваривать и другую пищу. Если мы говорим об овощах, то, конечно же, салаты. Салаты, обратите внимание, должны быть заправлены не майонезом, а, например, натуральным йогуртом с горчицей или же лимонным соком с оливковым маслом. Если вы в ресторане, то попросите подать вам ваш салат и отдельно к нему соус. Вы обязательно можете этот момент проконтролировать, сколько вам нужно дать этого соуса и нужен ли вам он вообще. Может быть, вы обойдетесь просто лимонным соком и солью, перцем. Это также вашему организму принесет пользу. Игнорируйте сладкие напитки, такие как газированные воды, лимонады, кола и так далее. В них содержится немеренное количество сахара, но и также углекислый газ, он провоцирует переедание. Это во-первых. Во-вторых, с помощью газированной воды всасывается в наш организм гораздо быстрее алкоголь. А вечер длинный, и нам придется тоже выпить немало. Может быть, кстати, отдайте предпочтение к тому, чтобы вы пили не сладкие вина, а сухие вина, которые полезны для нас. Это красное вино или же белое вино. Не ставьте и не готовьте, если к вам пришли гости, на стол больше, чем вам это нужно и вашим гостям. Мы сейчас живем в такое время, слава богу, что всем все доступно, кому-то больше, кому-то меньше, но тем не менее не нужно делать из этого праздника праздник только вашему желудку, в кавычках, Кушайте размеренно, ставьте на стол, рассчитайте эти все блюда для каждого человека, и чтобы это было с пользой, а не с каким-то бешеным количеством вкусности на столе. Мы живем, дай бог, не последний день, и праздники впереди у нас еще будут и будут.
Не пытайтесь попробовать абсолютно все со стола. Посмотрите внимательно на стол, на эти блюда, что вам больше всего понравилось, что более красочное. И выберите какое-то экзотическое блюдо, то, которое вам недоступно в каждый день. Например, куриную грудку или курицу или цыпленка табака вы можете себе позволить каждый день, я в этом уверена. А вот что-нибудь экзотическое, типа какой-то деликатесной рыбы, уделите внимание рыбе. В ней же столько много полезных кислот жирных, витамин D, витамин Е. Это так вкусно и полезно. Лучше отдайте предпочтение рыбе или какому-то, опять же, экзотической какой-то птице, я не знаю, фазан или кролик. Но то, чего вы не имеете на своем столе каждый день. И насладитесь этим блюдом, посмотрите на него, какое оно вкусное. Комбинируйте это основное блюдо с каким-то салатом, с какими-то овощами. Конечно же, никто не может пережить, особенно Новый год, без оливье и селедки под шубой. Ну, такая у нас традиция. Но это же правда так вкусно. Скушайте, попробуйте, съешьте эти салаты. Но, опять же, не нужно брать себе целый тазик, возьмите себе небольшую порцию. Насладитесь этой порцией, попробуйте, как же это вкусно. Мы же не едим оливье или селедку под шубой каждый день. Поэтому попробуйте, получите удовольствие, но не переедайте. Помните о том, что не нужно торопиться. Никогда не нужно никуда торопиться, когда вы за столом. Вспомните также о цели своего прихода, да, почему вы все собрались за этим праздничным столом. Это так важно общаться, и когда вы уделяете больше времени беседе, то у вас остается меньше времени трапезе. Вы тоже себя немножечко обманете и съешьте немножко меньше. Общайтесь, разговаривайте, ведь вы друзей видите, может быть, не так и часто или не каждый день, во всяком случае. И вам всегда найдется о чем с ними поговорить. Но общение – это хорошо, а еще помните такую поговорку с детства. Чтобы толстыми не стали, сели, встали, сели, встали. Золотые слова. Поэтому после того, как вы поели, не передвигайтесь к телевизору сразу. Потому что если вы передвинетесь со своими тарелками к телевизору и будете смотреть какую-то интересную передачу, новогоднюю или рождественскую, вы опять продолжите есть. И будете пить, есть. Вместо этого лучше уделите внимание танцам, к примеру. Вы можете потанцевать, да, всегда немножечко растрясти свои калории, немножко опять же, освободить место в своем желудке, вам станет легче дышать, пойдите погуляйте. Если у вас есть возможность и климатические условия, у вас есть снег, мороз, выйдите после этого пиршества, покатайтесь на коньках, на санках или на лыжах. Если у вас нет такой возможности, как у нас в Скандинавии, то выйдите хотя бы погулять. Побегайте с детьми в саду или погуляйте просто по улицам, посмотрите на красоты, как ваш город или деревня, или не знаю, где вы живете, украшены в этот день, какие прекрасные, может быть, декорации у людей в окнах. И вы тоже будете получать от этой прогулки великолепное удовольствие, и у вас будет лучше ваше состояние и самочувствие после праздничного стола. Да, кстати, после того, как вы завершили свою трапезу, я вам посоветую съесть кусочек лимона. Лимон прекрасно расщепляет жиры и выводит шлаки из нашего, а также токсины из нашего организма. Это будет тоже такой заключительной ноткой после того, как вы поели и выходите из-за праздничного стола. На прощание хочу сказать, что я знаю очень и очень многих людей, которые говорят, что сейчас я оторвусь, сейчас я поем, наемся, объемся, а начну следить за своей фигурой, за своим здоровьем с понедельника или завтрашнего дня, или же с 3 января или 10 января, у кого когда заканчиваются отпуска и праздничные каникулы. Друзья, если вы следите за своим здоровьем, то и контролируете свой вес, конечно же, да, то, конечно же, можно и нужно уделить
время этим праздникам, вкусно покушать и иногда даже, да, переесть. Но помните, что завтра вы должны вернуться к своему обычному здоровому образу жизни, а не продолжать в таком темпе 10 дней марафона объедания. Так что, друзья, будьте здоровы, празднуйте, наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь общением с друзьями, с вашими родными и близкими, получайте море подарков и прекрасных, великолепных ощущений. Любите жизнь и помните, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Дорогие друзья, если вам понравилось сегодняшнее видео, лайкайте, подписывайтесь на мой YouTube-канал, приходите ко мне в школу Nordic Balance, приходите ко мне в группу на страничку в Facebook, которая тоже называется Nordic Balance, и задавайте вопросы, обращайтесь ко мне, я всегда буду рада вам всем помочь. Ну а на сегодня с вами была любящая всех вас Виктория. С наступающими вас праздниками. Пока!